Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами продолжим разбирать позицию half-guard. И я добавлю одно маленькое дополнение, которое вам также поможет работать над обходом. Если вы помните, мы проходили с вами обход half-guard, когда мы забирали отсюда бедро. Да, работали вот так. И у нас была версия обхода, когда мы обхватываем бедро, вторая рука у нас заходила под низ, мы накатывали его, поднимали таз и обходили. И сегодня мы как раз поработаем с этого положения, но мы чуть-чуть сделаем по-другому. Да, мы сделаем вот так. Работая здесь, возможность зайти под бедро. Вы рукой уходите за дальним отворотом. Вот сюда. Зачастую и чаще бывает так, что у меня мне не хватает длины руки, например, да, чтобы дотянуться. Мне нужно прям максимально ближе туда вот, за шею, да, прям к уху его, можно так сказать, забрать. Для этого что мы делаем? Мы заходим, этой рукой свободной берем отворот, затягиваем его к себе и перебираем рукой дальше. И уплотняем. Отсюда ваша задача следующая. Мне необходимо тазом чуть дать вперед, чтобы его растянуть. Вот сюда. Теперь, что делает моя вторая рука? Смотрите, она контролирует. Да, она контролирует что? Его колено. Если я забуду про его колено, растянусь, он его достанет, закроет мне треугольник. И все, и меня здесь задушит. Поэтому вы делайте вот так. Вы зашли сюда. Вы можете взять как и штанину, так и убрать руку вот так вовнутрь и поставить ее сюда. У вас есть два варианта. Забрать здесь или убрать вовнутрь. И так можно работать. И что мы делаем? Мы забираем. Он забирает half-guard. Мы отсюда выдавливаем, приподнимаем чуть ногу, берем штанину, прижимаем и начинаем забегать против часовой стрелки, не отрывая корпуса от его бедра. Вот сюда, вот сюда. Вот мы его прям выдавливаем. И после того, как его бедро слетело, мы выходим в боковое удержание, забираем сайд-контрол. Либо мы можем проделать все то же самое, только моя рука уже контролирует не штанину, а контролирует ногу вот так. Мы начинаем здесь, я подтянул, также забрал, но зашел уже вот сюда. И сделал все то же самое. Он своей ногой не сможет меня удержать, потому что у него не будет достаточной силы. Моя рука и моя нога будут сильнее, потому что я рукой буду отжимать его колено, а ногу свою буду просто вытягивать и заходить сюда. У нас теперь получается также в этом положении две ситуации. Какие ситуации? Соперник, например, может защищаться, правильно? Это логично. Он будет встречать ту сторону, в которую я пытаюсь обойти, потому что у него остается свободная рука. Я ее никак не отключаю. И чаще всего встречается ситуация, когда нам будет подмышку пытаться вытолкнуть. Для этого что мы делаем? Мы забрали вот отворот, забрали штанины. Начинаем двигаться, он меня рукой в подмышку встречает и не дает. Видите, если я пойду дальше, он меня вытолкнет. И когда вы чувствуете сопротивление, вы поднимаете резко свой таз и меняете направление своей атаки. Вы уходите вот сюда и забираете сайд-контрол уже с этой стороны. То бишь, получается, у вас работа идет на две стороны. Вообще, в принципе, при обходе гарда, да, допустим, это чаще всего встречается в open гарде, вы всегда должны работать на две стороны. Здесь то же самое. Вы показываете в одну сторону, резко переключаетесь, уходите в другую сторону, тем самым обманываете соперника, потому что он не ждет такой реакции. Он полностью сконцентрирован на том, что вы будете проходить сюда.
а вы ему показываете, он встречает и резко перебегаете в другую сторону, забираете сайд-контрол. Тот же самый маневр можно проделать, если мы будем бороться, например, не в кимоно, а по грэпплингу, только ваша рука уже берет не отворот, а просто уходит за шею. Вы забираете вот так, вот, убираете руку за шею и делаете все то же самое. Вот, вы заходите сюда, скидываете и заходите в сайд-контроль. Для того, чтобы отработать вот это смещение из стороны в сторону, есть такой дрил, да, скоростной. Вы забираете штанину, забираете отворот, поднимаетесь на ноги и начинаете двигаться в одну сторону, во вторую, в одну, во вторую. И тем самым вы нарабатываете, да, движение ног, вы привыкаете к этой резкой смене стороны и, соответственно, улучшаете свою работу обхода гарда. Вот такой вот сегодня вариант. Давайте мы еще с вами посмотрим. Вот, вы работали здесь, соперник, как всегда, держит отворот, мы его срываем, сразу уходим. Значит, нас забирают отворот. Да, вот мы с вами работаем. Классическая ситуация. Мы срываем захваты, сразу руку убираем, заходим сюда, берем отворот, подтягиваем к себе и забираем вот таким захватом. Не вот так мы лезем классическим вариантом, а вот так, да, вы берете наоборот. Максимально ближе, да, туда, дальше, прям за шею. Отсюда начинаем выдавливать, вторая рука сразу ходит на штанину. Я также беру ее не вот таким хватом, а обратно, да, вот так. Начинаю выходить в сторону. Все, если соперник меня не встретил, я обошел, да, с этой стороны скинул ногу и обошел. Если же соперник меня встречает там рукой, я показываю, отсюда меняю направление и забираю уже сайд-контроль с этой стороны. Вот такое вот небольшое дополнение к вашим техникам. Пробуйте, учитесь и побеждайте.